Всем привет! У нас сегодня с вами прекрасный район Прага-1, малая страна. Я сначала хотела разделить этот район на несколько частей, чтобы у нас был отдельно уезд, отдельно была та часть, где у нас располагается именно Карлов мост с Малостранской остановкой. То есть как-то хотела разделить. Потом я понимаю, что в целом ценовой сегмент, что на уезде, что на малой стороне, будет примерно одинаковый. И как бы здесь не так много жилых домов, чтобы это все так дробить прям по частям. Поэтому малая сторона у нас будет в целом в полном составе. Сюда у нас идет Холланд-Пиджин, сюда у нас войдет Кампа, частично посмотрим Карлов мост, зайдут несколько садов, покажу прикольные кафешки, прикольные сады и парки, в которые стоит ходить летом и которых стоит гулять. Здесь, конечно, много туристов, это сразу стоит понимать, но в любом случае пошлите смотреть этот прекрасный район. И стоит, конечно, начать с того, что здесь у нас есть выставки, здесь у нас есть парки, здесь у нас есть транспортное сообщение, здесь есть абсолютно все, кроме одного, кроме магазинов. Вот, я сколько помню, ни разу здесь не видела ни Альберта, ни Теска, ни Биллы, ничего из этого не видела, но зато у нас с вами вот такие прекрасные виды. Конечно, стоит понимать, что у нас здесь маленькие дома. Старинные, маленькие, красивые, великолепные дома. Помимо всего прочего, здесь в каждом доме вот такие вот пабы есть, да, но магазинов правда не видела. Если мы с вами найдем, мы будем счастливчиками. Вот, потому что, мне кажется, здесь есть только маленькие вьетнамские такие магазинчики. А вот чтобы прям какой-то большой такой магазин, я, если честно... Но Андели рядом в соседнем районе есть. И, наверное, через мост. Фиг его знает. Короче, я здесь не видела. Наша это старинная часть. И здесь отдельно так вот магазины не ставят. Давайте мы с вами вернемся немножко назад. Я покажу вам остров Кампа. Я думаю, что вы в целом про него знаете, но в любом случае я должна вам его показать, чтобы вы понимали, что он тоже относится к этой части, если вдруг вы решите здесь жить. Но мне как-то раз предлагали здесь квартиру. Если я найду фотки, я покажу. Она была вообще супер маленькая. Там было квадратов 20, но она располагалась прям под Петшинским холмом. И как бы я могла условно выйти и оказаться сразу же на этом холме. Выйти и оказаться сразу же около набережной. Вот. А ветер сегодня сильный. Надеюсь, микрофон справится с тем, чтобы не быть таким сильным. Вот. И мы с вами подходим сейчас к Кампе. На самой Кампе у нас часто располагаются какие-то палатки, часто проходят разные фестивали. А около Кампы, я все буду показывать вам, около Кампы у нас есть у нас парк. Вот такой прекрасный. Располагается рядом с Кампой. Опа-це. Опа-це, если вдруг, да, что-то. Вот, собственно, здесь у нас часто проходят... Вон там у нас есть музей, я не буду сильно проходить. Вон там у нас есть музей. По самой Кампе у нас есть достопримечательности, такие как пингвины, просто смотровая площадка под Карловым мостом. Есть отдельное видео, я снимала именно эту часть, я здесь сверху прикреплю, если интересно, можете посмотреть. Но в целом это просто обычный парк, то есть ничего там, вон в той части у нас располагаются голопопики, вот, и, собственно, весь этот парк. Здесь нет каких-то жилых домов, поэтому нам эта часть не очень интересна. Там набережная, там Кампа, все это я отмечу, покажу. Вот, поэтому да. Та часть у нас такая живенькая, там туристов много ходит, там тоже нет магазинов никаких. Пойдемте в районы, где именно можно проживать. Я очень люблю этот район, он максимально тихий, такой, как бы, знаете,
Здесь ездят машины, как мы можем с вами сейчас заметить. Но вообще это вот такие вот, все про вот такие улочки. Здесь такая брусчатка у нас располагается. Я думаю, что вы, если были хотя бы раз в Праге, вы в целом представляете, как выглядит этот район. Вот. Ценники квартир. Я полагаю, что квартиру здесь снять сложно. Это во-первых. Во-вторых, если ее и снимать, то снимать да супер дорого. Возвращаюсь к моей той квартире маленькой, которую мне предлагали. Просто этот мужчина отвлек. Вот. Мне ее предлагали, по-моему, 1025. Если не ошибаюсь, 23-25. Я постараюсь найти очень это объявление. Она была маленькая, она была красивая, я ничего не могу сказать. Она такая ню была. Вот, но я понимаю, что для жизни это крайне тяжело, причем это очень дорого. И там что-то не было отопления, там оно все какое-то самостоятельное, условно, нужно было ставить отдельный бойлер, отдельно ставить обогреватель. Короче, какая-то такая вещь там была, ну, собственно, не очень выгодно. Вот, поэтому вот здесь вот такие домички. Туда можно пройти. В ту часть, вот ресторан, смотрите, какой-то здесь. А в этом ресторане, кстати, я не была. Ой, она выглядит красиво, посмотрите. Все. Уточка. Скажу честно, откровенно, у меня нет ни одного человека, который жил бы когда-либо в этом районе. Есть человек, который жил близко к этому району на Анделе, на пересечении Малой Страны и Андела. Но что прям на Малой Стране, слушай, никого, наверное, не вспомню. Но обычно просто люди не выбирают это место для проживания, потому что все-таки это такое больше туристическое, прогулочное, выставочное, кафешечное. Ты, дорогое. Вот, но самое главное, что, по моему мнению, есть в этом районе, это прекрасный парк Петrini, на который можно подниматься на Лановке, и там вы уже попадаете к Страховскому общежитию, попадаете к Страховскому монастырю, оттуда можно пройти в Пражский град. В целом, как бы малая страна, Пражский град, все это достаточно объединенное такое, это все старый город в моем понимании. Вот, но смотрите, что у нас здесь за парк, если вы только-только переезжаете в Прагу. Значит, тут у нас располагается кофе с чаем. Здесь у нас все для собачек. Кстати, очень красивый магазинчик. И вот там у нас Лукалу. Это очень необычный и красивый ресторан. Я вам покажу сейчас отдельно фотографии. Смотрите, как там все уютно. Дальше там какая-то пиццерия. Ни разу не пробовала, но ее вроде хвалят. Скорее всего, здесь будет оверценник в любом случае. Без этого вообще никуда. Где меня располагается кадырництве. Пожалуйста, хоть бы мои наушники резали весь этот звук, потому что здесь очень шумно. Вот. Мы будем сейчас с вами проходить место, где мне предлагали снять квартиру. Задумалась, смотрела на людей, хотела предложить помощь, но в итоге подумала, что не мое дело, не просто что предлагать. Вот в этой части, если пройти туда и повернуть налево, там мне предлагали квартиру. Я думаю, сейчас с другой стороны обойдем. Вот, и я покажу вам все это дело. Давайте перейдем дорогу. Как можно заметить, у нас здесь хорошее транспортное сообщение. Здесь ходят трамваи. Метро у нас располагается в другой стороне. Прям тут метро нет. Так, ну, наверное, мне куда-то сюда. Сюда можно? Надеюсь, что можно. Идем прям в парк Лук.
местным жителям, кто проживает на малой стране, дается такая привилегия. Помимо того, что здесь есть этот парк, здесь есть вид на Пражский град, и здесь также есть детская площадка, на которой ваши детки, если что, могут играть. И вон в тех домах, вон в тех, мне как раз-таки предлагали квартиру. Вот. Вот так это все дело прекрасно выглядит. На улице вроде тепло, но вроде ветер. Я буду чихать, и сильно здесь, конечно, не поснимаешь. Здесь просто все зеленое, ничего красивого тут вообще не вижу. Просто парк. Вот. Поэтому я сейчас немножко потусуюсь в этом парке, а потом мы с вами, вы не заметите, потом мы с вами пойдем дальше изучать малую страну. Рядом с парком располагается вот такая церковь младенца Иисуса. Если вам интересно, вы можете прочитать про него гораздо больше. Я не сильна в религии, но как и в другой религии, люди приходят и верят в него. Мы с вами ползаем среди туристических улочек. Как видите, здесь спокойно люди сидят, общаются. Здесь очень много ресторанов, пабов, туристов. Много отелей здесь находится также. Но при всем при этом я уверена, что верхние этажи точно жилые. Если прямо идти по улице, то мы придем к Страговскому монастырю. Если свернуть направо и подняться наверх, то уже будет Пражский град. Соответственно, здесь достаточно быстрая доступность до всех достопримечательностей и очень уютно и туристично. Я считаю, самый красивый собор, который есть в Праге, это собор Святого Николая. Вот его обязательно посещайте. Туда у нас идет с вами Пражский град, а в ту сторону Карлов мост. Соответственно, вот такая красота. В общем, как можно понять, здесь достаточно много туристов, и здесь очень много именно государственных каких-то управлений, поэтому не все предназначено для проживания, но, тем не менее, мы имеем также и места для проживания. Значит, самая главная достопримечательность, мне кажется, от Варена в том, что здесь очень красиво. Я так полагаю, что вот в этих как раз-таки домах проживают люди. Здесь у нас располагается с вами кафешечка, про которую я уже вам рассказывала. У Златого кого-то. Здесь сверху будет написано. Вот, а мы сейчас отдохнем и пойдем дальше.
место называется «Сады под Пражским градом» и обязательно к посещению в летнее и осеннее время. Также смотрите, здесь люди бегают, тут есть рядышком еще один парк. Вообще я считаю, что этот район достаточно сильно озеленен и есть очень много красивых достопримечательностей. Это у нас метро Малостранское, о котором я говорила ранее. Собственно, прямо при выходе из метро, либо приезжая на трамвае, у нас с вами располагается выставка. Сверху можете увидеть ссылку. Я была на этой выставке, вон там она, собственно. И отсюда также можно пройти на набережную, куда мы с вами сейчас и отправляемся. В общем, я думаю, понятно, какой это район, поэтому на этом предлагаю заканчивать. И до встречи в следующем районе.